Привет, друзья, Миран на связи. Не прошло и 2 месяцев, нет, 2 уже прошло. Но, тем не менее, в эфире очередной номерной 37-й выпуск Metal Music Madness. Та самая прекрасная рубрика, в которой я рассказываю о рандомных командах без привязки к их релизам или жанрам. Просто те группы, которые, по моему мнению, должен знать каждый уважающий себя metalhead. А для сегодняшнего видео я выбрал несколько команд из области моего любимого авангардного металла из не совсем привычной для жанра страны. Must-have для любителей контрастов и экспериментов, и для тех, кто не в теме, просто подходящая музыка, чтобы при случае похвастаться своим широким музыкальным кругозором. Мне нравится. Творческий подход. Я еще не врубился, но думаю, попозже пойму, в чем дело. Норвежские эксперименты сегодня на Metal Music Madness. Знаете, я люблю эксперименты в музыке, поэтому всегда очень внимательно присматриваюсь к группам с тегом «Авангард». Однако мне все же важно, чтобы в песнях присутствовали все эти рифы, мелодии, припевы, ведь зачастую авангардная музыка от всего этого отходит, и некоторые группы жанра больше походят на кучку поехавших с гитарами, нежели на музыкальный коллектив. Но самое крутое — это найти тонкую грань между авангардным металлом и сумасшествием. Балансировать на ней удается очень немногим, но сейчас я расскажу о команде, которая, на мой взгляд, максимально преуспела в этом деле — Solefald. Быть поехавшим в одиночку – это одно. Пилить странное музло, совмещая идеи многих участников полноценного коллектива – это другое. И совершенно особый экспириенс – сойти с ума в одной плоскости на пару с товарищем. Видимо, так и произошло в стане Solefald. Корнелиус Якхельн и Лазар Нидланд уже более 20 лет сугубо дуэтом ваяют нечто совершенно необъяснимое, но очень крутое. Но как бы далеко они не вышли за грани разумного, они всегда остаются метал-группой, с крутыми рифами, цепляющими припевами и каким-то лютым пиздецом, разворачивающимся на фоне всего этого с самого первого их трека. Творчество Solefald, как однажды сказали сами музыканты, интуитивно. И вот это они прям очень точно описали. В их песнях порой все настолько внезапно меняется, что никакой теорией это не объяснишь. И в такие моменты хорошо представляется ситуация, когда, например, Корнелиус играет какой-то блэковый риф, а Лазар ему говорит: «Так, все, конечно, круто, но давай вставим сюда саксофон, электронику и будем петь про специального агента Дейла Купера. Доверься мне, все будет круто». И действительно, из раза в раз все получается очень круто. Solefald умудряются удивлять и не превращать свои песни в кашу. Они так себя поставили, что в их творчестве даже довольно каноничный викинг-метал воспринимается как нечто экстраординарное. Want
На 8 своих альбомах Solifald успели опробовать огромное количество жанров. Поп, панк, регги, классическая музыка, хип-хоп, всевозможная электроника и, конечно же, металл. Из мира тяжелой музыки они взяли black metal, возможно потому, что при взгляде со стороны именно black является наиболее эмоционально насыщенным направлением. Ну а может просто потому, что они норвежцы и, видимо, вся эта чернуха у них в крови. Solifald поначалу слушаешь очень серьезно, вдумчиво разбирая песни на жанровые составляющие, а потом вслушиваешься в текст про порно режиссера Кайна и философа по имени Фак, ну и вся серьезность несколько спадает. Но потом начинаешь улавливать иронию и смотришь на текст уже с философской точки зрения. Но потом тебе попадается видео, в котором какой-то мужик лупит палкой по куску жести, негр играет в конго, а Корнелиус делает вид, что поет в группе Pahoma и Vivisector. И все бы ничего, но это видеозаписи одного отличного трека с их последнего альбома. Это был не тот случай, когда мои словесные подводки и короткие сэмплы треков могут дать общее представление о том, понравится вам группа или нет. Solifald нужно слушать обязательно, всю дискографию от начала и до конца. А если у вас когда-нибудь появится это мерзкое ощущение, что вы что-то упускаете в жизни, послушайте Solifald, и на одно фатальное упущение станет меньше. А сейчас перейдем к более постоянным и традиционным, что ли, ребятам. Дальше от авангарда ближе к прогрессиву. Очень близко к идеальному прогрессиву. Leprous. В 30-м выпуске Metal Music Madness мы говорили про Ишана, и сейчас было бы неплохо вспомнить его сольное творчество. Это поможет нам понять развитие Leprous. К тому же одно время практически все музыканты Leprous являлись участниками лайв-состава проекта Ишан. Ну а лидер Leprous, Эйнар Солберг, является братом Ириэль, жены Ишана. В общем, все они там в одном котле варятся. На их первом альбоме Tall Poppy Syndrome преобладали гитарные рифы, довольно традиционные для металла ударные. Все это звучало как жесткий прог-метал с интересными атмосферными и акустическими экспериментами. И можно было подумать, что мы слушаем прог-метал. Логично. Но нет, это просто было начало непрекращающегося движения под названием Leprous. Их второй альбом Bilateral был тоже выдержан в метальном ключе, но стало появляться больше замороченной полиритмии, продолжительных спокойных бриджей, ну как, собственно, и у Твейтона в его сольных работах со временем. Последние две работы Leprous, Call и прошлогодний The Congregation, еще дальше ушли от привычного металла. В принципе, от него остался разве что типичный для жанра набор инструментов, с помощью которого группа уже стала нарезать довольно глубокие, атмосферные и мелодичные навороты. Музыка как таковая теперь играет роль именно подготовительной площадки для последующего очень точного воздействия вокала. Песни построены таким образом, что инструментальная часть создает некое натяжение, притягивает внимание слушателя особым образом, ну а потом уже Эйнар Солберг, благо он обладает просто космическим вокалом, начинает аккуратно воздействовать путем тонкой и чувственной лирики.
Однако все же Leprous продолжают периодически очень в тему использовать приемы, горячо любимыми металлхедами. На их последнем полновесие, посреди довольно софтовых и альтернативных композиций, можно встретить двойную бочку, низкие рифы, даже шрайк присутствует. Так что любителям исключительно ранних работ группы не следует сбрасывать со счетов все их новинки. Да, они уже вряд ли вернутся к корням, но не менее интересно то, к чему они придут на пути их дальнейшего музыкального следования. На финал я оставил, пожалуй, мою любимую норвежскую авангардную команду. Они строги, выдержаны, но тем не менее особенным образом безумны. Это Vulture Industries. У Vulture Industries не бывает внезапных психозов, как в случае с Soulfalt. У них нет тянущихся заоблачных треков, направленных на какое-то уж сверхтонкое взаимодействие со слушателем. Они прямолинейные, они неизменно остаются тяжелой музыкой, и они, что самое главное, обладают особенной атмосферой, подобных которой я, больше ни у кого не встречал. Их творчество с первого альбома цепляет своей нуарностью, такой болезненностью. Тексты порой шизофреничны, описывают внутренние человеческие терзания, и музыка в этом всегда помогает лирике, оттеняя нужные контрасты, создавая напряжение и взрываясь эпичнейшими припевами в самые кульминационные моменты. Наиболее особенной чертой Vulture Industries я считаю вокал. Музыка мрачная, есть много заимствований из блэк металла, но экстремальный вокал отсутствует чуть менее чем полностью. Львиная доля вокальных партий отпевается протяжным, чистым голосом, есть много повествовательных моментов, и зачастую складывается впечатление, что перед тобой не метал-альбом, а какая-то андерграундная бродвейская постановка. Театральность в творчестве группы играет очень большую роль. А еще Vulture Industries просто волшебным образом работают с триольными рисунками, на которых построено, вроде большинство их песен. Это довольно нехарактерное явление для подобной музыки, но оно опять же работает на создание определенной атмосферы. Постоянный счет на раз, два, три не раскачивает в привычном смысле, а заставляет сознание кружиться в меланхоличном танце без остановок и острых углов. Vulture Industries расценивают себя скорее как группу для живых выступлений. С их театральной подачей иначе и быть не может. Поэтому альбом они выпускают раз в 3 года, но сейчас так 4-й год пошел с момента выпуска их последней работы.
Однако в недавних интервью они неоднократно заявляли, что завершают финальные приготовления перед студийной работой, и новый альбом можно ждать уже в 2017. Так что, друзья, советую вам основательно ознакомиться с их творчеством и во всеоружии встретить четвертый полновес. Что-то мне подсказывает, что он будет годный. Судя по отзывам, эти музыканты еще ни разу не подводили ожидания поклонников. Что ж, надеюсь, после сегодняшнего выпуска у вас прилично прибавится музыки в аудиотеке. На 3 сегодняшние группы приходится 15 полноформатников и уйма достойных миньонов. Такого обширного запаса давно не было за плечами героев отдельных выпусков МММ. А сейчас, други, вот о чем хотел вам рассказать. Как многие из вас, думаю, знают, я играю на ударных в группах Digimortal и Sunwalter. У второго коллектива, Sunwalter, сейчас готовится к выходу второй альбом Alien Hazard. Для тех, кто не в курсе, у нас все космично, про пришельцев, различные внеземные феномены и все в этом духе. По музыке близко к модерн металу, с электроникой мы это все назвали sci-fi metal, ибо концепт. И недавно мы запустили краудфандинговую кампанию на Indiegogo, ваше участие в которой позволит нам выпустить альбом быстрее, снабдить его приятным буклетом и приступить к съемкам клипа. Ну а все участники, конечно, получат крутые ништяки. Помимо дефолтных дисков и футболок, там есть именные сигны от нашей вокалистки, фирменные медиаторы Sunwalter, личный акустический концерт по скайпу и еще много всего интересного. Для меня важно выпустить этот альбом в максимально хорошем виде, потому что это первый для меня альбом, на котором музыка процентов на 95 написана мной. Так что если Metal Music Madness регулярно помогает вам открывать для себя новые альбомы, то сейчас вы можете помочь новому альбому открыться для большего числа слушателей. Ну и лично я буду вам безмерно признателен. Так что проходите по первой ссылке в описании, участвуйте в нашей кампании, получайте заслуженные вознаграждения и навсегда вписывайте свое имя в историю развития отечественной метал-сцены. О, как пафосно. Ну и, конечно же, ставьте лайк под этим видео, чтобы еще больше людей могло слушать хорошую музыку. Делайте репост этого выпуска и подписывайтесь на канал Metal Music Madness на YouTube. И тогда вы получите неиссякаемый источник годного музла. С вами был Миран. До связи.